Здравствуйте, уважаемые любители и профессионалы вязания! Сегодня я покажу вам свою новую моталку BWV2. Здесь моталка представлена в разобранном виде. Деревянное основание моталки, ручка, ведущее колесо, шпиндель, натяжитель нити. Шпуля. К столу моталка прикручивается с помощью струбцины. Шпуля соединяется со шпинделем с помощью резьбы. Как вы видите, шпуля имеет конусные ограничители для того, чтобы нить пряжи не соскакивала с клубка. Для демонстрации работы моталки буду использовать держатель клубка. Клубок вставляю в держатель и заправляю нитку. Как заправить нитку? Натяжитель нити и нитеводитель. Прорези в шпуле. Нить вставлена, можно мотать. Если по каким-то причинам вы не хотите использовать нитенатяжитель, используйте только один нитеводитель. Но в этом случае нужно обеспечить натяжение нити либо рукой, либо какими-то другими устройствами. Итак, нить заправлена, можно начинать мотать. Как вы видите, рука свободна, и можно делать какую-то другую работу. Скорость вращения шпинделя довольно большая. Передаточное соотношение от ручки к шпинделю 4,6. Это значит, что на один оборот ручки моталки шпиндель совершает 4,6 оборота. Этот параметр в несколько раз превышает аналогичный обычных моталок. Поэтому мотание на этой моталке очень быстрое. Клубок в 200 грамм можно перемотать за 2-3 минуты. Вот клубок подходит к концу. Перемотка закончена. Обратите внимание, как ровно намотан клубок. Это получается благодаря тому, что параметры моталки очень стабильны. Виточки ложатся один к одному. Каждый виток повторяет другой. Сейчас я буду снимать клубок со шпули.
Конусный ограничитель легко отвинчивается, и клубок снимается. Вот он какой. Конусный ограничитель легко ставится на место с помощью резьбы. Моталка готова к следующему клубку. А сейчас мы взвесим получившийся клубок. 171 грамм. Это, конечно, не предел для этой моталки. Максимальный вес клубка при средней плотности намотки составляет 350 грамм. Ну вот и все на сегодня. Если есть вопросы, задавайте, отвечу на все. Если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До свидания.